Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Сегодня у нас расклад тайная. Тайная о вас за вашей спиной. Разговоры, планы, решения о вас. Чего вы не видите? Что от вас, возможно, ускользает или скрыто? На что вы не обращаете внимания? Вот давайте с вами узнаем. И я периодически делаю такие расклады, я знаю, что они находят большой отклик, вам они нравятся, поэтому продолжаем эту тему. И вначале мы с вами узнаем, что о вас расскажут карты, кому сегодня карты готовы донести важную информацию, которую вы именно не видите. Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. И, конечно, останемся реалистами, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Вот так. Карта Солнца, мои дорогие. Конечно, карта Солнца – это может олицетворять, что вы сейчас решаете какую-то очень важную тему. Потому что, часто говорю, выбора правильного направления. И это то направление, которое не имеет, может быть, пока очень далекой дистанции. И кто-то из вас конкретно такую задачу перед собой поставил, что мне вот нужно как минимум полгода. Может быть, если вы открыли именно в 2026 году, то до конца 2026 определиться с какой-то траекторией. Есть явно какая-то у вас задумка, у вас есть цель, вы очень целеустремленный человек, но иногда точно, мои дорогие, королева Пентаклей – это та, которая умеет создать теплый уютный дом, умеет создать благополучие для своих близких, умеет заботиться, умеет любить, одновременно умеет зарабатывать, мои дорогие. И неважно, мы сейчас не рассматриваем карту как с позиции астрологии, да, по знаку зодиака. Тут могут быть люди, которые семейные, кстати, или могут быть, в принципе, люди, ну, пусть вы один или одна, но у вас есть родственники, в жизни которых вы участвуете, дети, пусть взрослые дети, или есть отношения, есть какой-то человек, но помимо человека или какой-то любви, может быть, да, или увлечения, влюбленности, тут у кого что, есть именно ваши цели. Тут ведь все равно очень целеустремленный человек с картой Солнца. Я хотела сказать поначалу, да, карта Солнца иногда символизирует наше эго. То есть, ну, тут ведь тоже здоровое честолюбие. А куда без него? Давайте будем откровенные. Потому что если человек не ставит каких-то целей, планов, это, знаете, как состояние в бреду, не знаю куда. А вас этого точно не скажешь. Вы знаете, зачем вы делаете, что вы делаете. Но я не исключаю, что у вас сейчас как период аналитики. Вы как будто пытаетесь сконцентрировать себя в первую очередь на чем-то очень важном. Конечно, карта нам говорит о том, что у вас, скорее всего, это получится. Потому что для кого-то из вас вы можете ощущать, может быть, интуитивно, с учетом третьей карты. Это ведь всегда, знаете, ну пусть, ну я так часто говорю, но не всегда, может быть, только об этом говорит карта, тем не менее. Бунтарь без причины. Поэтому вы могли вот с такими бунтарями в вашем ближайшем окружении столкнуться, или вы могли столкнуться, например, с каким-то противодействием. По этой карте идет такие противодействия. Когда я не могу оформить документ, я не могу решить какой-то вопрос. Я много раз пытался, ну, разобраться в каком-то, может быть, деле, но каждый раз меня как отбрасывает назад, потому что я встречаю заминку или в виде людей. Вот это самое противодействие. Тут, правда, есть какая-то задача, которую вы непременно хотите решить. И может быть, да, вот с картой Солнца, если мы говорим, что мы, да, целеустремлены, честолюбие, но, может быть, вы даже пусть это с позиции как достижений ваших, может быть, это одна какая-то цель, которая для вас вот главная составляющая. Но я могу предположить, что вы именно и поэтому пришли на наш расклад, потому что пусть даже это с позиции нашего эго, но я ведь хочу это осуществить. И у кого-то тут будет обратная ситуация, когда вы даже забыли о своих желаниях, потому что очень много каких-то персонажей или препонов, барьеров, шлагбаумов, назовите как угодно, каких-то помех, которые вам постоянно сбивают планы. И вот теперь вы думаете,
вы сами, может быть, где-то не согласны, вы сами где-то бунтарь без причины, да? Ну, причина-то явно есть, но ведь по этой карте, знаете, идет еще такое значение, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. И здесь она не для того, чтобы, вот понимаете, доказать эту правду. Нет. Может быть, вы столкнулись с такими людьми. Тут самому нужно в чем-то разобраться. А то, что люди, мы их не отменим. А то, что обстоятельства – это факт. Может быть, эти обстоятельства где-то вас и подтолкнули к каким-то важным решениям, потому что сколько ни пытайся продбить какую-то стену, да, потом мы, может быть, и понимаем, что а зачем стена, даже если мы словно бились в эту стену в надежде, что там вдруг откроется дверь. Мы понимаем, нет, там дверей просто и нет. Поэтому вы тут себя несколько перестраиваете. Вот смотрите, правда, истина и никаких иллюзий. Вот такая задача. Вот, может быть, вы сейчас пришли на наш расклад, тот человек, который готов к неожиданностям. Я могу сказать, что кто-то из вас запланировал путешествие, переезд, смену, может быть, по работе. Причем, знаете, если вы что-то не могли осуществить, то теперь вот это, наверное, сигнификация основная человека, которому карты сегодня будут рассказывать какие-то тайные подробности. Это тот человек, который готов идти по ситуации. Вот что будет, то будет. И, знаете, вот я говорю часто, довериться судьбе. Довериться судьбе – это не значит ничего не делать, сели и ждем. Нет, это значит именно пройти по ситуации и решать вопросы по мере поступления. И при этом не оставлять цель или мечту. Что еще о вас расскажут карты? Но вы видите, что какое-то ожидание затянулось. Вот явно у вас есть какая-то тема, когда непонятно, может быть, и человек есть такой, да? Вы-то сами человек надежный. И вот странно, наш расклад больше ведь касается персонажей каких-то, правда? Все же мы говорим о вас, за вашей спиной, разговоры, решения, планы. Может быть, вы пытаетесь найти единомышленников, да? Но, понимаете, ну вот вы, видимо, сейчас один или одна сами за себя. Может быть, и вот это долгое ожидание вас или повторение какой-то долгой ситуации вас заставило стать вот этим реалистом. И у вас две карты рыцаря. Поэтому, может быть, у кого-то сейчас очень много дел, много перемещений или много информации, какого-то потока, а ваша цель, она так или иначе зависит либо от взаимодействия с некоторыми людьми или, мои дорогие, от того, что происходит вокруг вас. Что о вас еще расскажут карты, вы сейчас на выборе. Да, действительно, ожидание какое-то есть. Для кого-то из вас нерешенные вопросы, которые касаются вашей личной жизни, может быть, даже ваших взрослых детей. Здесь я могу предположить, смотрите, вы все равно, ну, настолько целеустремленные, два старших аркана. Это как бы первые арканы, которые в нашем раскладе. Солнце и сила. И все, что я говорила в самом начале видео, эта карта подтверждает. Для кого-то из вас сейчас необходимость нарастить эту силу. Что нам еще у вас? Для того, чтобы правильно построить взаимоотношения и решить финансовые вопросы. Вы, тем не менее, у вас что-то удается. Туз Пентаклей говорит о шансе, мои дорогие. И третий аркан Иерофант. Вы действительно идете по судьбе. Значит, сегодняшний расклад что-то вам расскажут. Вот, видимо, из разряда тайн. Или вы обдумаете какую-то ситуацию и, может быть, сложившиеся отношения с конкретным человеком. И скорее, я так очень надеюсь, что вот этот какой-то сложный ребус вы сумеете решить. Где-то сумеете, это точно. Потому что вы и сами можете ощущать, что вот-вот что-то будет меняться. Вполне вероятно, именно с этим и связано готовность пройти по судьбе, по ситуации, мои дорогие. И это очень правильно, потому что по Верховному Жрецу, это, знаете, не всегда нам нужно плыть против течения. Тем более эта карта говорит еще и о, к примеру, о каких-то важных согласованиях, подписании документов, каких-то важных договоренностях, может быть, которые вам предстоят. И мы не идем против закона, мы не идем против власти. Ведь это традиции, это порядок, это какой-то жизненный уклад всегда по этой карте. Ну и значит с тем, что есть.
мы будем отстраивать скорее какие-то новые взаимоотношения. Для кого-то из вас на кону не только финансовый успех, а может быть и перемены в личной жизни. У кого-то смена проживания или, может быть, предстоит где-то, и даже если не переезд, может быть, вы этого не знаете, здесь могут сложиться таким образом конфигурации судьбы, что, может быть, и придется куда-то отправиться, переехать. Поэтому будьте готовы к неожиданностям, хотя вы готовы. Ну, вот такой была наша сигнификация, для кого эти карты откликаются. Давайте пойдем дальше и узнаем, какие же тайные разговоры о вас за вашей спиной. И для начала мне хочется достать несколько карт. Кто говорит? Какие персоны? Может быть, это с вашей позиции для вас есть какие-то важные люди. Давайте просто выложим один ряд, посмотрим, что нам расскажут карты. Может быть, будут персональные карты. Итак, кто? Посмотрите, тройка жезлов – это всегда карта будущего. Здесь это может символизировать как и о ваших планах, но и о каком-то человеке, я бы сказала. Да, скорее тут какой-то человек, личная история, который вроде бы и строит планы, но сам как будто... Ух ты! Но сам-то как будто боится или не боится, а не знает, как вам подступиться. А может быть, для кого-то из вас, с учетом девятки жезлов, тут была какая-то история, когда это вы уже где-то поставили точку. Может быть, вы прекратили общение. Ну, пусть не совсем. Но вы изменили характер общения. Характер переговоров, может быть, так. Изменили свои планы, и человек это чувствует. Человек это чувствует, и с одной стороны, тут какой-то человек, который, все же я вижу, есть какая-то история, которая со знаком минус вас заставила как замкнуться. И я не исключаю того, что человек первый пошел на конфронтацию или пошел на какой-то разрыв, может быть, взаимоотношений, на разрыв взаимопонимания. Вы-то скорее тут сделали все, что могли, но, видимо, понимание к нему пришло вот так вот, запоздало, да? Мы все сильны задним умом, но вот этот человек, как раз эта фраза его характеризует. Он прекрасно понимает, что вы очень значимая личность вот на сегодняшний день. Ну, может быть, у кого-то это как раз та история, когда ценить начинаем, когда теряем. Тут есть какой-то человек, и я не исключаю, у кого-то по работе может быть то же самое. Но тогда где-то ждите, человек обдумывает, может быть, руководитель или, ну, может быть, это какие-то даже мелкого звена руководителей, да, которые с вами каким-то образом пересекаются и видят продолжение или вашу ресурсность видя. Здесь все-таки видят для себя некоторые бонусы. Ну, наверное, работа тут, конечно, может проиграться, хотя я не исключаю, тут опять же у нас иерофант иногда, ведь это всегда наши тылы, мои дорогие. Поэтому по этой карте тыл это может быть и вопросы, которые каким-то образом пересекаются с жильем. Может быть и с жильем, и с конкретным человеком, или с какими-то инстанциями, инстанциями высокими, чиновниками, официальными лицами, может быть и где-то с законом. Но тут как будто человек, может быть и так, или я могу предположить, что какая-то бумага, например, может готовиться, или документ в отношении вас, а вы этого пока не видите. И это где-то, с учетом сигнификации, я ведь там сказала, будет меняться, будут какие-то перемены. И вот на самом деле вы можете получить какой-то документ совершенно неожиданно, внезапно. И, может быть, на основе этого документа вам придется менять планы. Ну, немножко вернемся к личной жизни, потому что все же у нас тут рыцарь кубков. Поэтому человек сейчас думает, как с вами правильно взаимодействовать. Я должна сказать, он ничего плохого не задумал. Нет, этот человек как раз больше настроен на то, чтобы с вами что-то продолжать, потому что видит будущее, видит законный элемент, да, или элемент законности. Может быть, это продолжение отношений, когда, ну, вы либо ему нужны, и скорее тогда на какую-то далекую дистанцию, либо кто-то хочет помириться, мои дорогие. А что еще нам расскажут тайные разговоры о вас? Вот тут точно. Судьбоносные отношения. Причем вы-то как будто поставили точку. Король кубков. Для кого-то из вас это может быть та история, которая с личной жизнью напрямую связана. Но не только. По королю кубков тут и денежный интерес определенный есть. Может быть и ваш.
но тут скорее человека к вам. Тут могут быть даже такие взаимоотношения, когда была семья, но расстались. Или когда не расстались, вместе проживают, но совершенно чужие люди. Увы, одиночество вдвоем. Есть такая фраза, правда? Ну, когда уже для нас уже все, как песня эта спета, а для человека нет. Он все равно как-то думает, но он правильно анализирует. Он, кстати, может, человек где-то сейчас испытывать к вам, ну, может быть, где-то даже сострадание. Я не могу сказать вот именно сострадание, но какой-то элемент чувствительности в отношении вас у человека мог пробудиться, как будто так. Может быть, больше понимания приходит, а может быть, для человека приходит больше понимания именно потому, что он столкнулся с непреодолимыми событиями. И он понимает, что а без вас никуда. Он столкнулся не просто с какими-то сложными темами, а когда, знаете, как по судьбе что-то в его жизни стало меняться со знаком минус, как разрушаться. Что-то происходит, что он утрачивает вот как какой-то фундамент жизни, тылы, может быть, с уходом вас, а понимание дошло сейчас, а эта история могла быть давно, как я уже сказала. И вот теперь понимает, окей, а что я буду делать дальше? Ну вот давайте узнаем. Тайный разговор о вас. Тайный разговор о вас. Наверное, это все-таки по конкретному человеку нам еще продолжают историю. Потому что, да, девятка жезлов, мы говорим, вы в чем-то уже разобрались, сказали себе, как будто я сделала все, что мог. Но, видимо, сейчас человек вот будущее видит, пытается или продумывает свой план, как вот какую-то конфигурацию соединить, так, чтобы и овцы были целы, ну и волки, наверное, сыты, и при этом прекрасно понимает, что вы что-то в любой момент как или можете отказаться, изящно завершить. И здесь где-то, понимаете, но человек все равно, вот он, понимаете, он не такой, как вы. Может быть, именно на этой почве произошел какой-то разлад. Человек нерешительный. Вот вы люди надежные, это правда. Вся наша сигнификация о людях, которые прочно стоят на земле и надеются сами на себя. А вот человек надеется на случай, вот обратите внимание. И вместе с тем он надеется на победу. На что он надеется? Он надеется, что высшие силы, его величество, случай приведут к победе. У него что-то получится. Он иногда может, или кто-то, по крайней мере, из этих персон может надеяться, а я еще подожду, авось потом что-то изменится. Надеяться на стремительное развитие событий человек может верить в судьбу. Может быть, за этот период до этого не верил в судьбу или, ну, это было несерьезно. Но здесь, видимо, как я уже говорила, произошли в его жизни события, обстоятельства, которые его заставили более мудро подходить к тому, что происходит, в принципе, в его жизни. Может быть, произошли еще какие-то события, которые были связаны с новостями, с резкими. Может быть, мои дорогие, касаемые дома, жилья, места пребывания. Может быть, и эта история на какое-то время затянулась. Вот я, кстати, такого не исключаю. У него есть, как мы уже сказали, неразрешимые вопросы. Но вы как будто в них имеете участие. Возможно, он еще сам окончательно не осознает, для чего вы ему нужны. Но вот это ощущение внутреннее, как голос мудрости или глаз судьбы, будем говорить так, именно обстоятельства, его приводит к тому, что вы ему именно необходимы. Вполне вероятно для кого-то из вас, и если мы говорили о личной жизни, человек может даже с вами не только встречу какую-то продумывать. Да, вот он такой нерешительный. Может быть, поэтому человек очень многое в жизни своей, ну как теряет, упускает эти самые возможности. Но, видимо, Вселенная его поправит, поверьте, потому что ему совсем скоро предстоит, ну, как решающий какой-то маневр совершить. Все-таки карта победителя может говорить о том, что активность действия от него последует, это факт, потому что ему, как в руки, идет какой-то шанс. Каким-то образом этот шанс, эта победа и, по сути дела, праздник после победы, и мы ведь на вас смотрим расклад, поэтому вы есть в его победе, или вы участвуете, но я должна сказать, в празднике тоже.
Поэтому тут что-то очень интересное у нас получается. Но давайте узнаем. И в итоге, что говорит человек о вас? Что говорит человек о вас? Человек, вы знаете, уже наговорил очень много. Правда, у кого-то личная история. Он мог о вас говорить, увы, что-то не очень приятное. Но вот именно теперь он понимает, что, знаете как, для кого-то это будет все-таки история личная, мне так думается. Больше такие карты, которые, пусть даже вас связывают какие-то дела, вопросы нерешенные, но это были чувства, мои дорогие. Либо это была семья, либо это была пара, какой-то союз, который именно потом закончился ничем. Или когда вы даже продолжаете отношения, но нет этой былой ни привлекательности, ни страсти, ни особого желания с вашей стороны. И вот человек, может быть, в тот период, когда у вас была какая-то конфронтация, или когда он сам по собственной глупости, мои дорогие, вверху аркан нулевой. Поэтому он теперь может, кстати, понимать хорошо, какие-то ошибки он совершил. Но мы ведь спросили тайные разговоры человека, который наболтал многое. Он сам себе навредил. Вы, наверное, я так могу предположить, очень приятное впечатление производите у окружающих. Карта любящего человека. Карта альтруиста, карта того, кто где-то, забывая о себе, думает о близких. Иногда по этой карте идет и ожидание, альтруизм, который, знаете, в каком-то неправильном гротеске, когда переходит самопожертвование. И вот, может быть, на сегодняшний день человек сталкивается с тем, что, к примеру, он встречает ваших общих знакомых, с кем вы были, может быть, в компаниях, или на каких-то мероприятиях, или когда вы с кем-то контактировали, может быть, это даже, знаете, мимолетные были встречи, но человека, когда видят эти люди, они у него спрашивают, а где, допустим, тот мужчина или где та прекрасная женщина, леди или девушка, почему ты один или почему ты одна? Вот я такое могу допустить. Очень много сейчас разочарований, потому что уже наговорил, остался в одиночестве. Он думает, как ему исправить то, что, в принципе, исправить нельзя точно. Может быть, человек хитрил, а уже теперь нет объяснений. Теперь нет уже как бы смысла что-то объяснять, вы уже сделали выводы, он это понимает. Он очень жалеет о том, что он именно для вас создал какой-то или у вас не ту ауру, может быть. Может быть, то, что он пытался где-то говорить плохо о вас, мои дорогие. Он этим самым сделал большую бяку, скажем, для самого себя. Большой минус. Он, может быть, хотел выбелить себя, а как-то преуменьшить ваши заслуги. Но теперь вот этот бумеранг ударил по нему конкретно. Ладно, давайте мы, интересно. Тут нам больше о человеке почему-то рассказывают. И вот так вот подробно, потому что, видите, вот именно конфликт. Когда теперь он сам понимает, что раньше он мог видеть в одиночестве какие-то бонусы или думать, подумаешь, эти отношения. Ну и завершились будут другие, а других нет. С уходом вашим навалились какие-то проблемы, причем серьезные проблемы. Ну вот таким образом, я так вижу, человека учит история его личной судьбы. Тайные решения человека у вас. Ну, нерешительность, она проходит. У кого-то будет та персона, которая... Вы как были для него вдохновение. Ну, вы отдавали какую-то силу человеку, а теперь ее нет. Вот медленно, но верно, не ожидайте тут какой-то быстрой или быстрого прогресса. Или, к примеру, развития отношений, потому что вот это нерешительность, топтание на месте. Но, тем не менее, здесь как будто будет подстегивать человека либо какая-то новость, либо информация, которая ему добавляет этой самой скорости и решительности. Человек все-таки решение по отношению к вам примет, и это будет касаться важной встречи или разговора. Внешняя ситуация, может быть, какая-то внешняя обстановка. Для кого-то это люди на расстоянии.
Вполне вероятно, вот смотрите, как будто мир после ссоры установить с вами. Но мы можем сказать, старший аркан с учетом шестерки мечей, это все-таки встреча. И пусть вы даже находитесь на большом расстоянии друг от друга, пусть между вами как будто и тысячи километров, разные какие-то континенты, а кто-то наоборот очень близко. Тогда вот очень близко это первый шаг, сама по себе решимость. Потому что человек ведь уже понял. Он понял, что если я буду действовать как прежде, я ничего не добьюсь. А интерес есть. Интерес пока. Нам не говорят об искренности. Нет, мои дорогие. Здесь больше понимания, знаете, ну вот, как говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну вот, наверное, этот гром, может быть, и не раз грянул, и уже перекрестился не раз человек, и понимает, не, ну нужно давать заднюю. Но вот, по крайней мере, с перемирием, как будто ждите его, или с каким-то разговором, мои дорогие. Но тайное решение вот на сегодняшний день нет, все равно человек сложноватен будет тем, что, ну вот его личные, может быть, амбиции или его видение, как должно быть, они превалируют, мои дорогие. Они превалируют, и вы даже встреча с ним, допустим, с этим человеком, или у кого-то разговор, переписка. С одной стороны, человек понимает, что вы можете поставить точку в любой момент. Ну вот, может быть, тоже такой упрямый человек, мои дорогие. Когда вы будете видеть, что нет, все равно как будто продавливает свой какой-то интерес или свою линию. Тайные планы в отношении вас. Девятка мечей. Страхи, мои дорогие. Ох, какие страхи по аркану Луна, он как будто не знает. Для кого-то из вас боится человек ответственности, боится участвовать, может быть и финансово. Финансово делиться, может быть и так, а если мы говорим, это личная жизнь, значит, это всегда, ну, это забота, ты никуда не денешься. Это пусть не один ты, как игра в одни ворота, пусть и это сообща, но какая-то деятельность, которая в эквиваленте материализма, она все-таки предусматривается. Тут действительно, здесь может быть тот человек, который, может быть, и элемент жадности есть, поэтому и не готов на 100%, вот как открыться каким-то взаимоотношениям, тайное решение. У него есть, правда, тайное решение в отношении вас. Королева жезлов – это та, которая умеет хранить тайны. Человек может думать, что я все равно всех перехитрю, я все равно сделаю как-то по-своему. Ему страшно. Ему страшно, может быть, где-то элемент непредсказуемости, потому что вы умеете тоже теперь как будто поступать по-другому. Вы прошли сложный путь, вас уже ситуация научила. И поэтому тут такое решение, а ведь правда жадный человек может быть, мои дорогие, скупердяй. Карта жадины, карта скупердяя. Он продумывает, мои дорогие, планы, которые, знаете, как будто идут в обход. Или при какой-то не понравившейся истории он как будто может раз и испариться. Или взять какую-то паузу заново, или взять опять какую-то двойную игру. Ну вот такой план. Нет искреннего плана, мои дорогие, увы. Все запутано. Аркан Луна. Тайные планы в отношении вас, аркан умеренности. Человек будет где-то все равно наблюдать за вами, приготовьтесь к этому. Человек, правда, для него очень сложно взять не просто ответственность, а знаете как будто согласиться с вами, может быть, по какой-то очень принципиальной позиции. Эта позиция могла быть в отношении денег или важных документов. И, может быть, человек хорошо понимает, что если вот этот пункт не будет исполнен, то тогда и вы дальше не пойдете. Но вот настолько самоуверенный человек, хотя карта может свидетельствовать как раз то, что я сказала. Здесь как будто в отношения надо вкладываться. Аркан Император – это новая организация. Может быть, кстати, я не исключаю тайное решение, когда человек видит вас как вашу силу в виде вдохновения, в виде нежности чувств, мои дорогие, все-таки туз кубков. Для кого-то и другая будет конфигурация, когда, видя вашу ресурсность, он имеет планы на ваши достижения, может быть, на ваш
эквивалент материальный на ваши доходы, на то, что вы можете отдать больше, нежели отдаст он, мои дорогие. Но тут какая-то не совсем честная игра идет. Тайные планы на него. Человек может надеяться, что он вас, как говорит, может быть, возьмет на чувства, может быть, возьмет на страстную любовь. Да, вот это любовь для кого-то из вас такой мощный триггер, точнее, не для вас, а именно для вашего человека. Вот если у кого-то совпадает, да? Ну, наверное, рассмотрите до этого момента, совпадает, была какая-то история. Так вот, именно вот эта составляющая страсти, личной жизни, интим, привлекает человека, и он именно сейчас, может быть, где-то в этом нуждается, как и в чувствах, вдохновении. Человек может нуждаться в ласке, словно вот такой император о себе очень такого большого мнения, но даже императору не хватает именно чувств, именно нежности, того места его безопасности, где он может как расслабиться, отдохнуть. Вот именно этой расслабленности ему не хватает. Жизнь его превратилась, ну, это, знаете, как в какой-то один и тот же пейзаж. Ну, ладно, ну, давайте тайное, в конце концов, решение. Вот здесь решение вроде бы и есть, но действие, да, тут вроде нам говорят карты, что оно будет, но не говорят, что вот это буквально произойдет скоро. Давайте зададим такой вопрос. Так какое решение примет относительно вас человек и как скоро? Все то, что я сказала, карта мага. Карта мага говорит о том, что тут, ну, великий манипулятор есть. Тем не менее, он, опять же, понимает прекрасно, что вы очень ресурсный человек. Вы знаете, тут решение мага очень сложное, потому что тут не ждите быстрой какой-то истории. Да, видимо, пока его судьба, пока он по судьбе не пройдет какие-то задачи, он не поймет окончательно, что есть его участие, если он хочет действительно продолжать с вами отношения. Может быть, как вложение каких-то своих или ресурсов тоже, совместное проживание, совместный дом, у кого-то, потому что рядом у нас десятка кубков. Вот у нас уже теперь пара, мои дорогие, император и императрица. Человек может думать, что вы ему очень подходите как пара. Человек может о себе быть большого мнения, а вы, кстати, в предыдущий период могли быть не очень большого мнения о себе. У вас жизнь, может быть, это, знаете, вот столкнулась с тем человеком, который вас учит уважать себя. И вот через какую-то грустную историю вы понимаете, да доколе, это я буду постоянно как проигравший в этих отношениях. И если мы говорим решение относительно вас и действия, вы знаете, тут правда будет человек работать над отношениями. Посмотрите, заканчивается картой Солнца. Что-то вас объединит. И если мы говорим общее направление или правильное направление, у вас это была первая карта, то здесь карта будет символизировать, что человек приходит к этому выводу, что только с вами может быть какое-то одно направление. Он как будто без вас, ну, никуда. Или жизнь его будет неинтересна, будет серая, будет унылая, не будет, как и, может быть, вот этих нежных чувств, но и не будет его уверенности. Вы точно, мои дорогие, вы знаете, вы могли себя недооценивать. Вот почему. Вы много отдавали силы человеку, сами того не подозревая. Вы это делали искренне. Вы именно развивали ваши взаимоотношения, вы участвовали, да, вот в совместном, может быть, проживании или вот в вашей семье. Но вы думали, и человек был в этом уверен, может быть, он даже вас подводил к этому итогу, что, ну, это ведь чувство, нежность, ласка, это же не стоит ничего, правда? Доброта, она же не стоит ничего, по его мнению. И вот пока его судьба не научит, может быть, несколько раз лбом буквально не стукнет, он не поймет, что это самое дорогое. Да, оно вроде не стоит ничего, но когда ты это потерял, ты потерял сразу все. Поэтому, видимо, это основной побудительный мотив. И как скоро, последующие полгода, будем говорить,
ваши отношения с этим загаданным человеком будут претерпевать изменения. Но как период мы с вами уже сказали. Давайте мы еще спросим у карт тайное решение относительно вас. Здесь нам показали историю, на мой взгляд, больше личную, но может быть это у кого-то именно касается документов, да, или каких-то важных договоренностей, у кого перекликался наш расклад. Поэтому просто, переложите, мы ведь все разные, смотрят многие. А я тогда могу сказать, что вот то дело, даже если у вас не получилось, или ситуация по работе, по документам, по вашим планам, вы горели этим делом, вы на это надеялись, вы пропускали это через собственные эмоции точно. Итак, о вас, за вашей спиной, разговоры о вас. Ух ты, тут прямо сразу с победителя. Человек какой-то такой уверенный в себе, тот человек, который... Тайные разговоры о вас. Вы знаете, тут хорошие разговоры могут быть о вас. Но здесь может быть тот человек, который уже сейчас как будто чего-то достиг. Здесь может быть тот человек или вас как судьба сталкивает с каким-то человеком, которого, возможно, вы когда-то видели, но не придавали этим контактам какого-то значения. Здесь человек, вполне вероятно, поскольку у нас колесо фортуны, пентакли, у нас начинается как раз жезл, пентакли, дела, работа, бизнес. Для кого-то из вас это действительно может быть ситуация, которая связана с бумагой, с документом. Значит, тогда примите к сведению, здесь могут быть и организации. Я говорила где-то в самом начале, может быть такая конфигурация, когда меняется закон или меняется какое-то положение, меняется приказ, и вы в этом будете участвовать. Кто-то может участвовать по части дома, например, да, или жилья. Или это те законы, которые, вообще общемировые какие-то законы, может быть, связаны с переездом, поездкой или вот с чем-то таким планируемым, да, как смена все равно места жительства. Или пусть это у кого-то работа, может быть, та работа, которая, где-то предполагает неожиданные маневры или, может быть, дороги какие-то. Все же это карта скорости. Вполне, и я такое тоже допускаю. А для кого-то из вас это может быть ситуация, которая, пусть даже вот с конкретным человеком по работе связана. Значит, вы этого не видите. Но, может быть, уже какой-то руководитель, конкретный человек видит, как развиваются события дальше. Может быть, там у него свои связи в более высоких инстанциях. Он понимает, какие либо приказы будут приняты совсем скоро, либо какие законы будут приняты совсем скоро. И здесь идет обсуждение вас. И причем какая-то прежняя история, которая была или с минусом, или вам было отказано, или это когда вы вынуждены были словно сменить направление, может быть, и уйти, и начали уже думать в каком-то другом ключе. А вот здесь какое-то будет такое дежавю с элементом, по крайней мере, напоминать что-то будет прежнюю историю, это факт. Или конкретные контакты, как я уже сказала, с тем человеком, с которыми эти контакты были. Я не говорю, что это был долгий, но, может быть, это несколько пересечений с этой персоной было. Но за этот период, о вас не забыли, это факт. И здесь как будто будет вот какое-то совершенно иное продолжение. Хорошо, тайное решение относительно вас. Вам, как по судьбе, придется получить какой-то документ. Правда, у кого-то будет связано с работой, со сменой работы или с дорогой, мои дорогие. Для кого-то из вас будет совсем скоро, будет то, может быть, даже, знаете, как молниеносное известие, когда вы поймете, что какая-то прежняя история или как прежний этап у вас завершается. Вам придется с кем-то договариваться, мои дорогие. Может быть, у вас будет очень важная встреча, которую для вас, она как судьбоносная, и вам придется в каком-то новом ключе выстраивать вот этот диалог. Тайное решение, вот тут две позиции, по сути дела, которые карту мы выложили, говорят о том, что вот эту ситуацию вы не совсем можете исправить. Вам именно нужно четко уловить ваши приоритеты, ваши возможности. Это факт. Тут от вас потребуются, мои дорогие, какие-то действия, которые от вас никто не ждет. И к вам приходят какие-то сведения, опять же, как шанс или, знаете, какой-то пункт будет в вашей жизни, тайное решение, потому что его примут, вот это решение. А потом в той или иной
комбинации вы это узнаете, услышите или получите в виде бумаги. Будьте готовы, что вам как придется, может быть, что-то словно оставить или что-то переиграть и заняться совершенно другими делами. Причем это вас может, опять же, у нас завершается картой Солнца. Вот смотрите. Я уже больше карт не достаю. У нас какой-то очень своеобразный расклад. 3 карты Солнца, 3 позиции и 3 карты Солнца. Нам как будто ставить точку. Раньше, когда выпадала эта карта, говорили: иди, дорогой, у тебя все хорошо. Да, пусть у тебя сейчас вообще не пойми что, но все закончится. Окей, не надо переживать. Поэтому тут ведь правда, тут какая-то ситуация. Может быть, даже если вы вот досмотрели до этого момента видео, ну и там была личная история, а здесь деловая сфера, сфера документов. Тут тоже в вашей жизни на кону или вы на пороге глобальных перемен. Да, вы многого можете не видеть. Будут меняться и люди, будут меняться обстоятельства. Так вот, смотрите, мы говорим, что вы можете куда-то поехать, или вам как будто придется, по крайней мере, в каком-то проценте согласиться с тем, что вам предлагают. Будьте к этому готовы. И вы не можете это повернуть вспять. Потому что это Солнце. И вы тоже будете последующие 6 месяцев чем-то заниматься. Как будто это вы не можете исключить вообще никаким образом. Может быть, кому-то придется из вас обустраивать свою жизнь совершенно в другом месте. Свой быт. И, может быть, для кого-то из вас это будет означать как какой-то новый проект по работе, который тоже будет требовать буквально заботы, вашего участия. Здесь как минимум, правда, совсем возможно скоро вы что-то услышите, узнаете. И вот эта траектория на полгода, я могу предположить, изменит и вас. Изменит, возможно, и личную жизнь. Но также это будет еще или будут изменения, которые либо касаются материальных каких-то благ, вопросов вашего проживания, вопросов документального оформления, когда совершенно какие-то другие тылы будут, мои дорогие. И это, вот может быть, поскольку 3 карты Солнца, вот эти последующие полгода, они будут означать, что после этого будет какая-то более далекая траектория. Та, которая, может быть, на десятилетия пойдет, но этот период будет для вас очень важен, потому что именно этот период открывает перед вами как и новые перспективы, новые возможности, так и новое качество жизни, вполне вероятно, и на десятилетия тоже, я этого тоже не исключаю. Перекладывайте на себя, такой непростой расклад у нас получился, но, на мой взгляд, очень интересный, правда, судьбоносный. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, мои дорогие, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Мне это тоже очень приятно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и переходите на телеграм-канал. Я буду вам искренне рада, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.